Сегодня 31 декабря, и в преддверии праздника я, как и многие из вас, занимаюсь домашними хлопотами, собственно, по подготовке к встрече Нового года. Но мои задачи несколько отличаются от привычных для городских жителей. То есть, кроме стандартной генеральной уборки, приготовления праздничных блюд и украшения елки и так далее, у меня есть еще такие дела, как заготовка дров, пополнение запаса воды. В общем, настроение предпраздничное, но еще вчера утром далеко не все так радужно было. У меня снова закончился запас электричества. Как видите, снова пасмурно, хорошенько выпало снега. Вот. Панель снова не заряжает, хотя и аккумулятор новый, но уже около 2 недель он без подзарядки и разрядился практически полностью, поэтому приходилось в помещении для освещения пользоваться свечками, а аппаратуру уже заряжать нельзя было, потому что можно было полностью испортить аккумулятор из-за глубокого разряда. Очень удачно позвонил мне мой хороший товарищ, мы давненько не общались, и он как-то случайно увидел меня в Ютубе, абсолютно случайно, он не знал. Вообще, немногие мои знакомые знают о том, что я сейчас выставляю видео и, в принципе, что я живу в лесу уже практически полгода. Только близкие друзья и родные знают об этом. Случайно абсолютно увидел меня на канале, позвонил и узнал локацию, где я нахожусь, и приехал с подарками к Новому году, за что ему большое спасибо. Так вот, он привез мне очень много полезного. Это то, что сразу на виду, это топорик более мощный. Тот маленький топорик ушел на покой, его нужно подточить, заменить рукоятку. Ну а пока буду пользоваться этим. Он более тяжелый, хорошо колет дрова. Это, конечно, не колун, но намного лучше, чем который был. Еще он мне привез ледобур для бурения лунок для рыбалки. Хотя сегодня и праздничный день, но для меня он практически не будет отличаться от любого другого. Поэтому все так же нужно нарубить дров, принести воды, закормить свои рыболовные лунки. Ну и потом, возможно, все-таки я уделю какую-то часть времени праздничной рыбалке. Ну и, конечно же, приготовление праздничного стола. Ну а пока закормлю лунки. Ну и заодно принесу воды. Вот эти веточки я поставил для того, чтобы видеть свои лунки, но заодно и как бы показывать другим рыболовам, что это место занято, что оно мною закормлено. Раз. Ну вот теперь, когда у меня есть бур, шумовочка, мне не нужно уже топором разрубывать большую лунку. Хотя это, в принципе, и неплохо, удобно вываживать крупную рыбу. Ну так, немного быстрее. Я могу набирать воду кружкой. Под тяжестью снега из лунок выступает вода. Теперь по льду перемещаться не так просто по этой жиже. Но когда хороший мороз ударит, это все схватится, замерзнет, и лед
получится еще более толстый. В нашей местности вот такие вот огороженные участки, помеченные камышом или веточками, рыбаки называют огородами. И периодически приходят и прикармливают свой огород. Так вот и я огород покормил. И теперь пойду заниматься заготовкой дров. Бельчонок сидит на дереве. Сейчас подойду поближе. Ты где? Ой, чуть не упал. Куда ты делся? А вон он на самом верху. Иди дам орешка. Не хочет. Сейчас я займусь заготовкой дров. Кстати, вчера мой приятель, который привез мне топор, бур, много провизии и всяких полезных вещей, также привез бензина для бензопилы, который у меня закончился в последнее время. Последние 3 дня у меня практически все время уходило на заготовку дров вручную с помощью обычной ножовки. Поэтому сейчас бензин был очень кстати. Вчера вечером мы, распрощавшись, он приехал одним днем туда-назад. Не было возможности у него остаться переночевать. В общем, огромное ему спасибо. Вот так вот решиться в такой поход по глубокому снегу 10 километров с санями. Представляю, насколько он устал в этом походе. И уж я-то понимаю, как... Кто там тарабанит? Ох, и громко стучит дятел. Вот, насколько ему было непросто пробраться сюда. В общем, еще вчера вечером я заправил бензопилу и нарезал вот такой вот ствол поваленного дерева. Таких деревьев довольно много, которые возвышаются над снегом. И, в принципе, даже еще более глубокий снег не будет особой проблемы с заготовкой дров. Ну а сейчас буду переносить пенечки. Вот так с помощью веревки на удавку буду брать 2-3 пенька и тянуть к землянке. Так. Раз. Вот так, раз. 2. 3. И вот так в петлю. И потащили. Нелегкие пенечки. Оп. И вот так по 2-3 пенечка перетягиваю поближе к печке. Опа. Вот такой вот предновогодний денек. Бух.
Стартанули. Ну а теперь проверю, как справится этот топор с дубовыми поленцами. Оп. Смотрим. Отлично, как семечки. Совсем другое дело. Ну, почти. Понял. Вот так. Ну вот холодец закипает. Сейчас соберу пенку. Я, конечно, очень люблю холодец. Могу его есть в больших количествах. Но, по-моему, полный котелок — это перебор даже для меня. Пока холодец варится, пойду проверю свои лунки. В надежде, что рыбка, может быть, уже пришла. Не менее холодца хочется пожарить свежепойманной плотвички или леща. На леща пока не рассчитываю. А вот плотвички уже пора подойти на прикормку. Поэтому сейчас попробую. Похоже, поклевка. Только опустил. Неужели уже плотва подошла? Давай, давай, давай. Опа! Есть первая рыбешка. Кто это? Ух ты! Густерка. Такая вот густерочка. Класс. У меня сегодня будет жареха на Новый год. Сейчас бы еще одну-две поймать, и будет достаточно. Ну вот, первый улов этого сезона. Сейчас проверю еще одну луночку. Если не будет клевать, пойду дальше готовить праздничный ужин. Опа, есть. Что-то небольшое. О, плотвичка, хорошая плотвичка. Ну все, жареха у меня сегодня есть. Новогодний праздничный ужин у меня будет с жареной рыбкой. Отличная плотва. Еще раз опущу. О, давай, 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 давай. О, есть. Кто-то бойкий. Тоже, похоже, плотва.
Ну что, я очень доволен. О, даже подлещичек маленький. Подлещичков маленьких я не люблю. Отпущу его. Пусть подрастает. Все, 2 рыбки мне хватит. Пойду дальше готовиться к встрече. Вернее, к проводу старого года и к встрече нового. Ну что, рыбка поймана. А значит, она уже подходит. И с каждым днем будет клевать все лучше и лучше. Главное не забывать, не лениться подкармливать свои лунки. Вот. Я уделил времени всего минут 10, от силы 15 на сегодняшнюю рыбалку. Потому что, как ни странно это звучит, совсем нет времени на рыбалку. Да, будучи здесь на водоеме постоянно, проживая в землянке, я намного реже выхожу на рыбалку, чем когда жил дома. И получалось намного чаще вырваться на рыбалку и уделять прямо целый день рыбалке. Потому что ты уже сразу подготовленный, у тебя готов тормозок, термос с чаем, тебе не надо ни заготавливать дрова, ни все остальные там работы. Вот, ну а пока так, ну надеюсь, скоро времени будет побольше, рыбка начнет клевать получше. И будет больше времени на рыбалку. Хотя много рыбы мне не надо, как вы понимаете. Возможно, еще вечерком, после того, как приготовлю все праздничные блюда, если еще будет светло, еще немного попробую половить и подкормлю на ночь. А завтра уже, думаю, неплохо половлю, побольше выделю времени для рыбалки. В общем, я всему этому рад. Настроение праздничное. Что еще сказать? К сожалению, у меня нет новогодних атрибутов. Ни каких-то игрушек елочных, ни, собственно, самой елки. Лес здесь лиственный. Елок нету совсем. Я, в принципе, даже пытался прогуляться по окрестностям. Но ни разу не встречал, за сколько времени я здесь был. Ни одной ни елки, ни сосны. Ничего такого здесь нету. Но, думаю, эти вот хотя бы сугробы, сосульки хоть в какой-то мере создадут мне праздничный антураж, так сказать. Что ж, вот и накрыт праздничный стол. Я уже практически готов к проводу старого года и ко встрече нового. Сейчас без 15:12, 31 декабря. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Долго засиживаться я не буду. Стол, конечно, по городским меркам скромный, но для землянки, я думаю, шикарно. Давно таких деликатесов у меня не было, поэтому сейчас поужинаю. Долго засиживаться не буду. Завтра собираюсь на рыбалку с утра пораньше. В общем, еще раз всех с наступающим. Увидимся завтра утром.